А вы уже слышали про самую большую ежегодную выставку в Европе, посвященную симрейсингу, которая проходит в Германии? Если вы в теме симрейсинга, то по-любому уже в курсе. Ну а если нет, вы наверняка слышали о E3, крупнейшая выставка игр в мире. А DAC Sim Racing Expo это то же самое, только в симрейсинге. Все крутые бренды готовятся к этому событию целый год. Одним из спонсоров являются Fanatec, как раз поэтому они регулярно представляют свои новинки на DAC Sim Expo. Выставка DAC Sim Expo проходила каждый год в разном городе. Но в этом 2023 году DAC Sim Expo наконец-то обзавелись постоянным домом в городе Дортмунд. What's up, Holmes? Меня зовут Андер, ваш гид в мире симрейсинга. Я живу в Нидерландах, именно поэтому я был просто обязан посетить такое значимое мероприятие для симрейсинга. Но, к сожалению, по определенным причинам я просто не мог себе это позволить. Поэтому, прежде всего, я хочу сказать большое спасибо всем тем, кто поддерживает меня на Бусти и донатил на стрим-марафоне. С вашей помощью мне удалось попасть на эту выставку, которую в этом году за 3 дня посетило более 11 тысяч человек, что является абсолютным рекордом для DAC Sim Expo, и такого не ожидал никто, ни организаторы, ни бренды. Ну а я так тем более, практически не выходящий из дома человек, который задумал снимать контент про девайсы, снимая только в студии до этого. Короче говоря, толпы людей это то, чего я совсем не ожидал. Но не будем о сложностях, с которыми мне пришлось столкнуться. Если интересно, кружочки с эмоциями в моем телеграм-канале. Итак, что же удалось увидеть на DAC Sim Expo 2023. На выставке были представлены такие мастодонты симрейсинга, как SimCube, Asher, Fanatec, Azitec, SimMagic, Camus, PXN, D-Box и многие другие. Количество всего, что можно было протестировать, поражает воображение. Одних только рулей на выставке было 287. На самых современных установках можно было погонять в такие игры, как Assetto Corsa, Assetto Corsa Competizione, Race Room, iRacing. А у новой Forza Motorsport был свой отдельный стенд с рулями Trustmaster и педалями T3PA. Зато компактные консоли Xbox X и сам концепт консольного симрейсинга позволяет достигать дикого минимализма. Самое время перейти к тому, что же мне удалось протестировать из новинок на DAC Sim Expo 2023. Меня очень интересовала только что анонсированная база Club Sport DD. Лично мною дико ожидаемый продукт, ведь моя основная база Club Sport. Узнав, что на выставке будет новенькая DD, в которой еще и поддержку PlayStation наконец-то завезут, я от счастья чуть не описался. На стенде Fanatec я пометил кокпит с Club Sport DD и BMW GT3 штурвалом, у которого уже предустановлен Quick Release 2. Ну а бонусом я впервые погонял в iRacing и попробовал педали CSL Elite. Вот только одно но. Это был кокпит с формульной посадкой, а я совсем не умею и не люблю формулу. Ничего против не имею, просто бывают дисциплины с определенными ограничениями, и Формула-1 не исключение. Для того, чтобы комфортно гонять формулу, надо быть диким дрищом, а я с пузиком, плюс сайз-геймер. Проще говоря, не помещается моя жопа в эти кокпиты. Fanatec объяснили это недоразумение отсутствием свободных кокпитов. И оставим это на их совести. Что в итоге могу сказать по поводу новой базы? 12 ньютон-метров, а на PlayStation версии все 16. Также в ней используется новый софт под названием Full Force, информацию о котором я как-то упустил еще до того, как покатался. А жаль, потому что всю дорогу у меня возникали вопросы: а что это такое? Что это я ощущаю? Моя Club Sport самая тихая двувременная база на свете. Почему в DD-версии будто дико выгруженный лут-файл накинули? Что за непонятная тряска? В общем, впечатления по базе Fanatec Club Sport DD в целом положительные, но за 10 минут никак не понять всех тонкостей. Поэтому не могу сказать ничего плохого, ничего хорошего. А вот Quick Release 2 другое дело. Это переосмысливает привычное взаимодействие с экосистемой Fanatec. И на удивление делает это взаимодействие только лучше. С первой версии Quick Release у меня не было никаких вопросов и нареканий. Меня больше возмутил анонс QR2. Но хорошо, что я не делаю выводов, пока не попробую. С уверенностью могу сказать, что Quick Release 2 – вещь. Видимо, и удлинители валов тоже на подходе. Не могу не упомянуть про гиперкар Aston Martin с оградкой за 2 метра. Это новый уровень флекса от Fanatec. Еще с прошлого года меня дико заинтересовала и поразила невероятно дорогая Active Pedal от SimCube за 2500 евро, которую я не успел тогда потестить. Если интересна история про то, как я ездил на эту выставку в 2022 году, то пишите об этом в комментариях. Будет для меня мотивацией все-таки собраться и сделать этот ролик. Материал там есть, ну а самое главное, это, конечно, история. Вернемся к Active Pedal. По ощущениям, это
поражает воображение. И если у вас есть какие-то ожидания от этой педали, то поверьте, она их превзойдет. Я не смог сдержать эмоции, когда педаль начала выталкивать мою ногу на торможении. Вау! Да что там? У этой педали есть такая настройка, когда вы двигаете ползунок в драйвере, а педаль сама меняет угол. Также я задался целью обязательно попробовать движущуюся платформу. Спросите, как это? Попробовать motion платформу спустя 5 лет в симрейсинге. Это гипер впечатляющий опыт, примерно как на американских горках. Я даже специально на последних кругах выезжал за пределы трассы, чтобы потрястись. Захотелось ли мне после этого продать почку? Нет. А вообще, на одном этом стенде я закрыл много вопросов, которые давно возникали. Дело в том, что тут была установлена еще и база Simucube Ultimate 2. И руль, Гомес, что-то там, слишком премиальное название, как и цена этой всей установки, 19 тысяч евро. Кстати, забавное наблюдение, эта установка раскрыла мне тайну давно нашумевшего вопроса. Почему у Куса на его топовом руле Club Controls вечно ломается шнур? Оказалось, все просто. Дополнительный вал. Как раз на него и обматывается провод, и видимо тогда с ним все в порядке. Если вдруг, Паша, ты досмотрел до этого момента, то Холмес, надеюсь, эта информация будет для тебя полезна. Наконец-таки мы можем вернуться к нашей выставке. Вы наверняка задаетесь резонным вопросом, что там по новинкам? Это что, все? А чё так мало? Строя цели на эту выставку для себя, я больше ничего не отмечал. Но, к примеру, PXN приехали с новыми линейками. Правда, я как-то не слежу и обхожу стороной этот бренд. Как и обошел стороной большой стенд SimMagic, о чем дико сожалею. Стенд у SimMagic в этом году был просто крышесносным. Обязательно уделю им время в следующем году. Очень интересный игрок на рынке с впечатляющими отзывами от проверенных людей. Например, Виталий с канала Русский SimRacing уже давно заинтриговал меня своими обзорами по SimMagic. Не обошел я стороной зрелищный стенд Asitec, который вызвал большое удивление. Целый гоночный зал с около 12 симуляторами, таблицей и призами. С нереально крутым гиперсуперкаром. С каким-то нереально нашпигованным картом. Симулятор с каркасом и целым кузовом. И крутым мерчом, который мы разыграем между бустерами. На главном стриме по выставке, ссылку ищите в описании, нам даже удалось поговорить с менеджером по продажам и узнать историю бренда Asitec Sim Sports. Изначально Asitec — это компьютерный бренд. Они изготавливали жидкость для водянок. В числе их клиентов были даже Intel. В итоге решили сконцентрироваться на гоночных симуляторах. Ведь, как оказалось, основатель занимается гонками уже более 12 лет. И это объясняет, почему Asitec везде выставляется с этой крутецкой машиной. Первая попытка зайти в симрейсинг была на аутсорсе, но, к сожалению, неудачная. И вот Asitec на DAX Sim-Expo с несколькими линейками, целой стеной рулей, крутыми педалями, в числе которых есть даже реплика педалей Pagani. Короче говоря, Asitec — это отличный пример того, как заняться тем, во что веришь, к чему лежит душа. Ну а мы идем дальше. Мне неожиданно встретился бренд SimRep Engineering с идеей сделать люксовые DIY-девайсы по доступным для обычных смертных ценам. Приготовьтесь. Дэшборд 8,8 дюймов. Просто огроменный дисплей ценой всего в 300 евро. Как вам такое вообще? К примеру, вот цена на чуть меньший дэшборд 7 дюймов от SimPlace. 419 евро на минуточку. 2 дюйма разница. Это дохерище! Или вот кастомный, полностью модулируемый штурвал с огроменным дисплеем и крутыми светящимися крутилками за 2000 евро? Не знаю. Зачем представитель SimRep отметил, что они стараются делать свои девайсы доступней? Если зайти на их сайт, видно, что только 2 девайса себе может позволить простой смертный. Это дэш-панель и дисплей-аддон на Trustmaster OpenWheel. Возможно, я что-то не так понял. Надеюсь, вы еще не устали от этого потока информации, потому что я познакомился с представителями совершенно нового и очень многообещающего бренда CanSpeed. Обратить на себя внимание этим ребятам удалось очень эффектно. Их экран с нереальным углом, которого позволяет достичь проекторы. Целая картинка вокруг вас, которая полностью взрывает воображение. До какого идеала можно дойти, если вложить в этот концепт по-настоящему серьезные деньги? CanSpeed дали понять, что предела для них не существует. Кроме этого, они выпускают девайсы и кокпиты. Короче, серьезный бренд, за которым теперь я буду пристально следить и рассказывать вам во вкладке сообщества. Еще меня шокировал стенд с, внимание, мини-рампой, скейтами и скейтерским мерчом. Оказалось, человек, основавший эту фирму, проехал 24 часа Нюрбы
И там даже были части той самой тачки, на которой он это сделал. Я взял пару стикеров себе, так как с детства увлекаюсь скейтбордингом. Ну и напоследок, самое безумное. Установка, которая больше всех поражала своим существованием. Какой-то нереальный корч от неизвестного мне бренда за бешеные 47 тысяч евро. Как-то даже не решился тестировать. Слишком угрожающе оно все выглядело. Подведем итоги. Какие впечатления оставила выставка? Вау! Не все, конечно, как хотелось бы лично мне, но в целом вау! Крутые новинки от крутых брендов, настоящие спортивные тачки, звук моторов и настоящее погружение в атмосферу гонок, как симуляторных, так и реальных. Если вы вдруг досмотрели до этого момента и вам понравилось это видео, то буду благодарен вашим лайкам и мыслям в комментариях по поводу ADAX Sim Racing Expo 2023. Ну а с вами был Андер, спасибо за просмотр и до скорого!